Всем огромный привет! Рада приветствовать вас на своем канале Людмила Калитва. Сегодня тема видео будет очень деликатная и интересная, поэтому не переключайтесь и оставайтесь со мной. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков. Я просила в своем видео, чтобы вы написали, из какой страны, из какого города вы меня смотрите. Вот, очень многие откликнулись и, конечно же, написали. Это нужно не только ради просто любопытства, это также нужно мне для статистики вот моего канала в YouTube. Так что спасибо всем, кто написал. Вот, я поняла то, что меня смотрят по всему миру люди. Почему у меня тема видео сегодня такая? Потому что прошлое или позапрошлое видео было у меня, сколько раз человек должен ходить в туалет. И вот я со своими подписчиками, с некоторыми общалась на эту тему в комментариях. Очень много мне разного там писали. И можно ходить 1 раз, и можно 3, и можно 5 раз в день, а можно вообще по 4 дня не ходить в туалет. В общем, мнения разные. Я вас всех, конечно же, прекрасно понимаю. Лично я считаю, что человек должен ходить 1 раз в день в туалет, да. Вот, ну, как врачи еще говорят, что можно ходить в туалет, вот, каждый день от 1 до 3 раз, и это нормально. Все зависит от организма и от того, что мы с вами едим. И вот мне одна женщина написала, что моя соседка сказала мне вот так вот и вот так вот, надо ходить обязательно утром в туалет, вот, никаких там обед или вечером, а вот только утром. И я прям, говорит, сама себя сижу и насилую в туалете. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете. Я уже сказала, что... Я даже в том видео сказала, 1 раз в день ходить, независимо от того, утро, обед или вечер. Главное, чтобы вы сходили. Не надо равняться там на маму, бабушку, соседку или еще на кого-то. Вот. Вы индивидуальны, это ваш организм. Вы не едите так, как соседка, вы не пьете, как ваша мама или бабушка, да, поэтому вы должны прислушиваться к своему организму. Вот. И стараться, чтобы ваш организм ходил в туалет 1 раз в день, в любое время, а не обязательно утром. Я уже 1000 раз говорила, питайтесь сбалансированно, и вы будете в туалет ходить как часы. Но какое это будет время, утро, обед или вечер, не имеет никакого значения. Это мое мнение, и никто мне его не изменит. Также мне подписчица написала, что ее муж ходит в туалет, сидит там по 30-40 минут, читает, сидит в телефоне, разгадывает кроссворды. У него, говорит, прям кроссворды, ручка в туалете там лежат. И вот он сидит. Ну, этого делать нельзя, да? Нельзя сидеть по 30-40 минут, тем более в туалете. Акт дефекации должен продолжаться от 3 до 5 минут. Я говорю, может быть, у вашего мужа там запор, и он сидит там, насилует себе. Она говорит, да нет, запорами он не страдает, он просто сидит на унитазе и разгадывает кроссворд. Друзья, я хочу сразу предупредить, чтобы мне не писали. Все, что я сейчас говорю о том, что я общалась с подписчиками, они мне дали разрешение об этом рассказать. Вот. Смотрите, запоры это, конечно же, плохо, и, понятное дело, с этим тоже надо работать. Но я опять-таки повторяюсь, если сбалансированное питание будет, запоров тоже не будет. Как же правильно какать или как правильно проводить акт дефекации? Вот, друзья, вы все прекрасно помните, как ходили в туалет наши предки раньше, да? Да даже люди моего возраста помнят вот эти уличные туалеты, да, общественные, домашние, люди, которые жили в селах, в поселках. Да и сейчас есть уличные туалеты, у многих они есть, не у всех есть унитаз, да. Некоторые так и пользуются уличным туалетом. В какой позе мы там сидели, помните? Сейчас напомню. Ну, извините, там, кому это не эстетично, но видео такое, да, вот в такой позе мы с вами сидели в туалете. И это правильная поза, чтобы состоялся акт дефекации. Теперь о нас позаботились, и мы сидим с вами на унитазе, как на троне, да, и на нем можно уже и читать, и разгадывать кроссворды, и помечтать, и все тому подобное. Но это неправильно.
Природа не дура, и ее не обманешь. Ученые, конечно, нас побеспокоились, да, чтобы у нас не было проблем с коленями, как они говорят, потому что сидеть в такой позе небезопасно, оказывается, для коленей. Но анатомически у нас есть кишечный изгиб, который не дает, чтобы мы с вами наделали в штаны. И чтобы этот изгиб выпрямился и мы сходили в туалет, нам нужно, чтобы наши колени были выше тазобедренного сустава. Но нам с вами подарили унитаз. И мы сейчас, сидя на нем, у нас получается колени на уровне с тазобедренным суставом. Не выше, а именно на уровне находятся. Я знаю, что сейчас многие ставят унитазы ниже, невысоко. Поэтому, когда человек садится на него, у него получается колени немножко выше. И это правильная поза для того, чтобы покакать. И тут уже, друзья, неправильная поза на унитазе, да еще у людей, у которых есть запоры, вот, они начинают тужиться, начинают вздуваться вены, и происходит что? Геморрой. Некоторые у меня спрашивают: Люда, откуда ты знаешь там то, это или то? Друзья, вы знаете, когда вот мне что-то приходит в голову, мне становится это интересно узнать, например, как это было, что это было, когда там, почему, ну и все там подобное. Я захожу в интернет, и я ищу эту информацию не у блогеров, нет. Я читаю какую-то научную статью, я слушаю академиков, профессоров, я смотрю доказательную медицину. Вот, поэтому, ну, у меня к этому есть очень большой интерес. Ну и вы скажете, и что теперь делать? У нас есть унитаз, он не низкий, он высокий, и коленные не наши на уровне с тазобедренным суставом. Что же делать? А делать что? И уже продаются разные подставки для ног. Они из пластмассы, там, ну, может быть, еще какой-то есть дорогостоящий, может быть, с металла какого-то дорогостоящего. Но я видела вот эти пластмассовые штучки, которые подставляются под ноги. Когда вы садитесь на унитаз, чтобы сделать свое дело, да, вы ставите под ноги эту подставочку, и у вас колени становятся немножко выше. Любую подставку под ноги ставьте, но главное, чтобы колени были выше тазобедренного сустава. Вы знаете, я вот забыла, еще читала об этом. В какой-то стране люди практически все пользуются такими подставками. И вот вылетела у меня с головы эта страна, хотела быстро назвать и забыла. Но если кто-то помнит, напишите в комментариях. И также, кто уже пользуется такими подставками для ног, пишите в комментариях. Итак, значит, уселись на унитаз, подставили подставочку под ноги, расслабились, дышим животиком, расслабили свою диафрагму. Не сидим по полчаса, а 3-5 минут этого уже достаточно для того, чтобы сходить в туалет. И если это все делать, то у вас будет, конечно же, хороший стул. Плюс, и это не то, что плюс, а это самое главное, сбалансированное питание и физические нагрузки. Физические нагрузки очень важны для нашего кишечника. Ну и, конечно же, правила гигиены никто не отменял. И многие проктологи говорят, после того, когда использовали туалетную бумагу, хорошо еще взять и помыться прохладной водичкой. Плюс к этому, ко всему, обязательно надо делать после 40 лет, один раз в 5 лет колоноскопию. Даже если, как они говорят, ничего не тревожит. Ну вот, в принципе, вся тема, все видео, о чем я хотела поговорить. Тем более, это были предложения вот, и просьбы моих подписчиков, потому что очень много, со многими, я же говорю, я переписывалась. Вот, и я не знаю, девочки, наверное, ждут, что им напишут, что ничего страшного, если вы не будете ходить по 3-4 дня в туалет. Девочки, это ненормально, и вы должны в туалет ходить каждый день. Всем пока, желаю вам крепкого здоровья.